Приветствую вас на канале Техревизор. Подборка Wi-Fi адаптеров на все случаи жизни. Составил рейтинг из 8 разных адаптеров. Различаются они характеристиками и подходят для решения разных проблем. Для несведущих поясню. Адаптер можно подключить к устройству, будь то ноутбук, компьютер или телевизор, и дать возможность этому устройству ловить Wi-Fi. Это особенно полезно в случае, когда нет возможности провести кабель провайдера и получить подключение к интернету по проводу, либо когда встроенный Wi-Fi модуль плохо делает свою работу и дает некачественное соединение с низкой скоростью и частыми отвалами. В общем, ситуации у каждого разные, но смысл один. Единственное, для удобства разбил подборку на две категории. Адаптеры, которые подключаются просто по USB куда угодно, и которые подключаются в PCIe разъем платы. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! Начну с адаптеров с подключением по USB. Четвертое место в этом разделе занимает D-Link DWA172. Самый простой Wi-Fi адаптер стоимостью до 1000 рублей. Но на самом деле есть варианты куда проще. Например, просто крохотные USB-донглы без каких-либо антенн. Но в них понемногу теряется смысл. Лучше уже купить хотя бы такой D-Link. Конечно, антенна у него слабенькая, пробивает минимум препятствий. Поэтому если ваш роутер находится далеко, за несколькими стенами или дверями от компа или ноутбука, то на высокую скорость не рассчитывайте. В идеале этот адаптер подойдет тем, у кого роутер расположен чуть ли не на одном столе с ПК. Но можно пару метров буквально от него отойти, и тогда получится выжать более-менее адекватную скорость. Как заявлено на коробке, Wi-Fi адаптер может принять до 150 Мбит в секунду в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 в диапазоне 5 ГГц. Да, двухдиапазонность и поддержка Wi-Fi 5 — это вполне приличные преимущества для такого бюджетного адаптера. Правда, скорость преувеличенная. В реальности таких показателей никак не добиться. Хорошо будет, если удастся получить хотя бы 100 Мбит. Тем более, что подключается он по старому USB 2.0. Что уж тут ожидать. Впрочем, тут важно сверить в принципе скорость интернета, которую вам дает провайдер. Если у вас тариф на 100 Мбит, то больше не выйдет ну никак. А если на гигабит, то от такого адаптера не будет никакого смысла. Из интересного сюда добавили опцию MU-MIMO. Она позволяет отправлять данные сразу на несколько устройств. Поэтому можно, не сомневаясь, подключать сразу все. И телефоны, и ПК, и ноут, и телевизор. Хотя злоупотреблять все-таки тоже не стоит, так как этот адаптер не вытянет условных 10 ртов. Третью строчку топа занял Digma DWA-AC13002i. Он по некоторым параметрам интереснее, но и стоит подороже. Впрочем, оно и видно. Адаптер даже внешне выбивается дизайном. По проводу подключается к USB-порту, кстати, третьей версии, и выводится, устанавливается на поверхность. Удобно, когда системник стоит где-то под столом. Так сигнал лучше улавливает. Тем более, когда тут уже две антенны. На деле дальнобойность у него сильнее, чем у прошлого D-Link. Тут можно экспериментировать с расстоянием от роутера. Вполне приличная скорость получается даже за одной стеной в метрах так 5 от него. Все-таки две антенны — это не одна. От них толку будет побольше. Особенно если искать адаптер не для маленькой квартиры-студии, а хотя бы для двухкомнатной, где роутер может располагаться в каком-нибудь коридоре или гостиной. Помимо улучшенной дальнобойности относительно прошлого D-Link, этот Digma выдает больше скорости. Не то чтобы прям в разы, хотя по заявлениям производителя это 400 Мбит для 2,4 ГГц и 867 для 5 ГГц. На тестах, само собой, таких показателей и близко не было. 2,4 ГГц показал что-то около 60 Мбит в секунду, а пятерка же выдала чуть больше сотни. Но все это индивидуально. Скорость зависит и от расположения, и от тарифа провайдера, и даже от засоренности сети другими роутерами ваших соседей. Поэтому в теории, может быть, и можно получить 867 Мбит в секунду при подключении по Wi-Fi 5 в 5 ГГц диапазоне. Но на практике нет. Так что Digma тоже скорее для 100 мегабитного тарифа. В любом случае, главное, что сигнал получается качественным и стабильным, не отваливается, хорошо ловит даже в двухкомнатной квартире. Второе место за TP-Link Archer T3U+.
Этот адаптер может развить скорость побыстрее, в отличие от прошлых двух. Для этого его оснастили USB 3 версии, 2 диапазонами и 5 стандартом Wi-Fi. По сути, нет никаких особых отличий от прошлого Digma, но все-таки в него заложили начинку помощнее. Благодаря этому диапазон на 2,4 ГГц может набирать скорость в районе 100 Мбит в секунду, а 5 ГГц — все 200 Мбит. При этом роутер, конечно, должен находиться как можно ближе к устройству, к которому подключен Wi-Fi модуль. Само собой, производитель заявлял о 400 и 867 мегабитах, как в случае с Digma, но в очередной раз тесты показывают, что таких цифр практически невозможно добиться. Но хотя бы 200 мегабит, и на этом спасибо. Также радует пробиваемость сигнала. Тут хоть и стоит одна антенна, и сам модуль отдельно не выносится на поверхность, но ее мощей полностью хватает, чтобы давать адекватную скорость по всей 2-3-комнатной квартире. При этом желательно, чтобы роутер располагался хотя бы где-нибудь ближе к центру. Так сигнал будет более сосредоточенным. Но этот TP-Link может подойти, если вы живете и в двухэтажном доме. Адаптер ловит сигнал, даже если роутер будет находиться где-нибудь на первом этаже. Само собой, скорость будет копеечной, до 10 мегабит. Но для легких посиделок в интернете этого будет достаточно. Адаптер также подойдет для тех, кто пользуется VR-очками. Получается вполне стабильное соединение, которое не виснет и не прерывается. Тут в принципе можно не бояться нагружать сеть. Адаптер от этого не страдает. Так что как раз для большой семьи, 2-3-комнатной квартиры и кучи устройств. Первое место занимает Comfast CF953AX. Этот адаптер подойдет тем, у кого дома стоит довольно-таки навороченный роутер. Все дело в поддержке Wi-Fi 6. Хоть этому стандарту уже не 1 год, и сказать, что он сильно распространен, тоже не могу. Люди все равно до сих пор в большинстве своем пользуются Wi-Fi 5 и не видят никаких проблем. Ну а если вы все-таки решили заморочиться и купили дорогой роутер с поддержкой всех опций, то и на адаптере нет смысла экономить. Само собой, он поддерживает 2 диапазона. Заявленная скорость для 2,4 — 600 Мбит в секунду, для 5 ГГц — все 1200 Мбит. Ну прям гигабит целый, да по воздуху. Вам тоже не верится? Все верно, ни о каком гигабите и речи быть не может. Но тем не менее, этот адаптер все равно способен вытащить довольно приличную скорость, да еще и со всеми препятствиями. Конечно, намеренно прятаться от роутера в подвал или за несколько капитальных стен не стоит, но если ваш роутер не сильно удачно расположен относительно ПК, телевизора или чего-то там еще, то на уверенные 90-100 Мбит в секунду вы можете рассчитывать. Не космос, согласен, но это и не проводное подключение, поэтому стабильная 100 тоже радует. И ее хватит вообще для любых задач. Хоть играйте, хоть фильмы смотрите, хоть работайте и так далее по списку. Ну да, разве что какие-нибудь тяжелые файлы будут долго скачиваться, но в повседневном использовании жаловаться не придется. Тем более, что адаптер оснастили и MU-MIMO, и OFDMA. Второй, кстати, присущая Wi-Fi 6 фишка. Тоже полезен для большой семьи, где постоянно работают 4 телефона, пара ноутбуков и телевизоров. В общем, вполне сносный адаптер на Wi-Fi 6 для большой квартиры и многопользовательского подключения с высокой скоростью. За это он и заслужил первое место в подборке. На этом моменте заканчиваем с USB. Теперь давайте посмотрим, какие адаптеры можно рассмотреть с подключением по PCIe. Тут 4 место занимает TP-Link Archer T5i. Этот адаптер уже так просто не воткнешь в любой порт USB ноутбука или ПК. Этот модуль можно установить только в системный блок вашего компьютера. Для начала работы понадобится установить адаптер в один из разъемов PCIe на материнской плате. А для этого придется подразобрать корпус, выяснить, что это вообще за разъем, подключить, собрать все обратно, и только тогда вы получите доступ к Wi-Fi сети. В общем, процесс посложнее, чем просто воткнуть свисток в подходящий порт и накатить дрова. Но на деле в этом не особо трудно разобраться, в интернете куча гайдов. Поэтому если вы действительно первый раз с таким сталкиваетесь, переживать не стоит, все получится. Ну а за такое усердие адаптер вознаградит вас не только Wi-Fi, но и Bluetooth. Конечно, староватой версии 4.2, но тем не менее. USB-адаптеры таким и вовсе не могли похвастаться, а тут вам сразу и Wi-Fi, и Bluetooth. Wi-Fi сеть при этом тоже не пальцем делана, поддерживается 5-й стандарт на оба диапазона. Да и скорость у них приличная, на 2,4 300 Мбит в секунду, а на 5 ГГц 867.
Урезание скорости распространяется и на PCI-модули, поэтому на деле, само собой, получается в районе 100 мегабит для первого. База, ничего интересного, скажете вы. Но вот 5 гигагерцовый диапазон может задать жару и выдать порядка 400-500 мегабит в секунду. Конечно, для этого нужно стоять к роутеру чуть ли не вплотную, но две внешние антенны у него не просто так. Они позволяют вытащить стабильный сигнал даже за 15 метров от роутера, при этом за несколькими стенками. Так что с пробиваемостью у этого адаптера точно все good. Третья строчка топа за Asus AX1820. Внешне это практически такой же адаптер. Несколько антенн и подключение по PCIe делают их чуть ли не одинаковыми. Но копнув чуть глубже, оказывается, что они кардинально отличаются. Например, тут идет Bluetooth предпоследней версии 5.2. Тоже не хухры-мухры. Wi-Fi есть чем порадовать. Адаптер поддерживает работу с последним стандартом. О двух диапазонах, думаю, говорить не надо. Впечатляет то, на какие скорости способен этот шестой Wi-Fi. Тут уже можно приблизиться к гигабиту по воздуху при подключении по Wi-Fi 5 ГГц. То есть примерно на 800 мегабит в пике вы можете рассчитывать, если роутер у вас будет стоять прямо возле ПК. По диапазону 2.4 можно получить в районе 200-300 мегабит в секунду при тех же условиях. Но не проблема, если роутер находится за одной-двумя стенами. Антенны могут вытянуть такой сигнал, которого будет с головой достаточно для загрузки даже фильмов 4К и тяжелых файлов на пару десятков гигов. Это не говоря уже об играх или обычном серфинге в интернете. Поэтому, по сути, этот Asus довольно серьезно отличается от прошлого TP-Link и подойдет вам, если роутер поддерживает Wi-Fi 6 и провайдер раздает тариф на 500-700 мегабит. При этом есть потребность в мощном сигнале и высоких скоростях. Только один нюанс – драйвера. С ними, возможно, придется повозиться. Дрова с официального сайта Asus могут стать криво и не дать раскрыться адаптеру. Поэтому в случае чего придется пошерстить Google и найти нужную ссылку. Не скажу, что это прям критичный недостаток, так как тут дело случая. Вообще не доказано, что вам придется с этим столкнуться, но факт остается фактом. А вот с Tenda E30 таких проблем не будет. Точно так же устанавливается, но включается в работу уже без лишней возни с драйверами. Скачали на официальном сайте, накатили и пользуйтесь себе на здоровье. По сути, это все, чем Tenda отличается от прошлого TP-Link. Ну ладно, заявленная скорость у Tenda еще повыше, аж 574 мегабит для 2.4 и 2400 мегабит для 5 ГГц. Но мы это во внимание брать не будем, а будем смотреть на факты. Факты же показывают, что скорость получается плюс-минус та же самая, что и у прошлого Asus. То есть все равно довольно приличная для воздуха. По кабелю, само собой, можно получить больше. Но и вот так через антенки тоже довольно серьезно выглядит, хоть и режется скорость. По пробиваемости также нареканий нет. Можно смело пользоваться в большой 2-3-комнатной квартире и даже в небольшом доме. Насчет коттеджа вряд ли, все-таки на другом этаже адаптер не словит сигнал на пару сотен мегабит. Но все равно какой-то минимум еще удастся схватить. Хотя все зависит от размеров коттеджа. Вполне возможно, что кому-то придется не адаптер покупать, а роутер и создавать меш-сеть. Но сейчас не об этом. Еще Bluetooth у Tenda не такой модный, 5.0. Но и его с головой хватит для всех ваших задач. От прослушивания музыки в наушниках до подключения смартфона. Поэтому париться об этом Bluetooth смысла нет. Да и тем более мы же здесь Wi-Fi адаптеры выбираем. Bluetooth тут просто как приятный бонус. А так, на базе Tenda E30 все вот эти Wi-Fi 5, 6, MU-MIMO, OFF-DMA, стабильный качественный сигнал с хорошей пробиваемостью даже при подключении большого количества устройств. Ну и финальным аккордом рейтинга становится Intel AX210NGW. Как по мне, идеальный во всем адаптер с подключением по PCIe. Есть у него, кстати, парочка особенностей. Не то чтобы сильно интересных, но среди всех адаптеров Intel выделяется поддержкой Wi-Fi 6E. Это обновленный стандарт, недавно представленный в США. По сути, тот же Wi-Fi 6, но расширенный, Extended. А расширили его дополнительным диапазоном на 6 ГГц, за счет чего Wi-Fi 6E передает данные еще быстрее. То есть из него можно выжать еще больше мегабит. Но единственный крупный минус этой технологии – пробиваемость сигнала.
6 ГГц диапазон транслирует короткие волны, у которых не получается преодолевать препятствия в виде толстых стен, дверей и всего остального. Поэтому в большую квартиру или дом такой адаптер может быть не совсем к месту. А вообще, изначально надо смотреть, поддерживается ли Wi-Fi 6E вашим роутером. На 90% уверен, что нет. Хотя технология без проблем доступна для российских домов. В продаже имеются подходящие роутеры, еще не так много людей вообще в курсе о 6E. Поэтому просто имейте в виду, что в этом адаптере есть задел на будущее. А так в нем в принципе все то же самое, что и в прошлом Tenda. Ну разве что внутри стоит хваленный 210 чип, который дает возможность этому адаптеру работать на скорости вплоть до 1 гигабита. Серьезно, в хороших условиях можно добиться чистых 990 мегабит в секунду по воздуху. Понятно, что заявлено 2402 мегабит, но даже чистый гигабит по воздуху — это что-то с чем-то. Так что если вы ищете с заделом на будущее лучшее из лучших, это однозначно Intel AX210NGW. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.